Приветствую всех, и я продолжаю свой рассказ о рунах. Итак, в вашу жизнь вошли руны. Вместе с этим событием вас накрыла волна вопросов. Как же с ними обращаться? Как думать о них? Что с ними делать? Что правильно из того всего, что вам советует интернет? Что неправильно? Именно об этом мы поговорим с вами сегодня. Для начала нам нужно вернуться в прошлое, в ваше детство. Все вы помните те сказки, в которых присутствовали такие фрагменты, как волшебная палочка, золотая рыбка с 3 желаниями, всякие волшебные дудочки, скатерти-самобранки, ковры-самолеты, волшебные пещеры, и все в таком духе. Это было детство. Но дело в том, что все эти сказки продолжались и дальше. Дальше я имею в виду, когда вы пошли в школу. Те сказки, которые вы слышали в школе, уже назывались историей. То есть той историей, которую нам преподносит школьная система образования. Дело в том, что вся та история построена именно так, чтобы помочь современному правительству, которое существует в тот момент в той стране, в которой вы проживаете, да и во всей мировой системе, образовать массы. Когда-то моему вниманию предстала такая информация именно о самом слове «образовать». Само это слово составляется из 2 слов. Дать образ. Образ дать. Образовать. То есть навязать человеку то мнение, которое бы помогло бы потом манипулировать этим человеком и навязывать ему определенные ценности того социума, в котором он находится. Вот эти сказки вы слушали в школе. Теперь немножко о религии. Что я хотел бы затронуть именно в самой религии? Для начала вера людей, которые считают себя религиозными. Вы должны для себя четко понимать, что вера может быть как в Творца, Бога, или многих богов, или вера в саму религию, к которой вы себя относите. К чему я веду? На сегодняшний день мировые известные религии, которые определяют себя верой в одного Бога, они достаточно молодые. Я бы сказал, они самые молодые. Все древние религии в своем поклонении имели много разных богов. Это начиная с Греции, шумеров, Древней Мексики, Индии, славян и скандинав, к которым имеет прямое отношение те руны, которые мы с вами изучаем. К чему я веду? То есть, к какой мысли я хочу вас подвести на данный момент? К мысли о том, как думать о рунах. Рун в рунном строе в старшем футарке 24. Вот эти 24 символа, которые изображены на рунах, имеют свой определенный смысл. То есть каждая руна имеет свое собственное влияние в определенной сфере бытия, то есть нашей с вами жизни. Скандинавская мифология, сказания, писания, те, которые дошли до наших времен, подкрепляют под каждую руну определенного бога или несколько богов. Или один бог может иметь отношение к нескольким разным рунам. Дело в том, правильно ли думать так о рунах или нет, на сегодняшний день очень сложно разобраться из той информации, которую мы получаем. Ваше отношение к рунам, ваше обращение к рунам, то есть как с ними обращаться, должно быть целостным, как ко всему футарку, то есть 24 рунам. Вы должны их воспринимать целостно и иметь отношение к ним всем одинаковое, как к целому неразделимому футарку. Вы могли уже слышать и будете еще очень часто слышать такую информацию, как многие из авторов говорят: сложная руна, легкая руна, хорошая руна, тяжелая руна, и тому подобное. Дело в том, использовать такую интерпретацию к рунам
нелогично, потому что каждая руна имеет особую связь со всем футарком. Поэтому отношение к рунам должно быть целостное. Но в вашем сознании и понимании рун вы должны понимать, что каждая руна имеет особое влияние на окружающий ваш мир, на вашу судьбу и на все процессы, которые вас окружают, которые происходят вокруг вас. На сегодняшний день никто не может утверждать со стопроцентной уверенностью о том, существует ли один единственный Творец во всем мире, Вселенной, или богов все-таки много. Вы должны понимать тот факт, что руны – это возможность, данная человечеству. Через скандинавскую мифологию к нам дошла такая мысль благодаря Одину. То есть Один стал на сторону людей, очень многим пожертвовал для того, чтобы привести руны в мир людей. То есть дать человечеству такой дар, такую божественную возможность влиять на определенные процессы мировоздания, как те боги, которые существовали в те времена в скандинавской мифологии. То есть ощущайте руны как божественный инструмент, с помощью которого вы можете общаться с какими-то высшими силами. Как вам ощущать эти высшие силы, вы прочувствуете сами. А моя цель в данном видеоролике – научить вас иметь правильное отношение к рунам. А именно, дать вам возможность понять, что руны – это ключи, с помощью которых мы подключаемся к процессам творения. Раньше в рассказе я уже давал совет начинающим, кто хочет практиковать руны, не использовать их физически в материальном мире, то есть не чертить, не писать ни на чем их, а изначально пытаться их представлять в уме и переживать день за днем с разными рунами, пытаясь для себя что-то прочувствовать. Но для тех из вас, кому не втерпешь применить руны, я бы дал такой совет: не используйте рунные ставы, рунные скрипты, где накладывается одна на другую руну. Я вообще не советую когда-либо использовать применение рун в таких системах. Дело в том, что вы могли видеть уже такие видеоролики, где некоторые авторы обучают людей чертить рунные ставы. То есть накладывая руну на руну, создавая в некоторого рода снежинки с множества разных черточек, в которых они находят определенные руны. Обратите внимание, что эти авторы находят только те руны, которые хотят вам сказать. Они умалчивают о тех рунах, которые им невыгодно в данном видеоролике вам озвучить. Но поверьте мне, как только у вас будет опыт высматривать в этих рунных ставах, снежинках руны, вы с легкостью увидите там много перевернутых рун и еще много чего непонятно для чего начерченного и привлеченное в вашу жизнь. Если вам уже сильно хочется начертить какой-то амулет, кулон, получить какую-то поддержку, я посоветую вам использовать для начала всего лишь одну руну. И именно ту руну, которой вы уже по своему опыту 100% определили, что она не может вам нанести какого-то глобального вреда. То есть руны, которые приостанавливают процессы, разрушают процессы, переводят один процесс в другой процесс. Я бы их не советовал вам использовать. Не используйте руны-перевертыши, когда только вы начинаете пытаться их прочувствовать. Я не хочу сейчас озвучивать для вас вслух те руны, которые бы я посоветовал для вас использовать, по той простой причине, что мы с вами не прошли еще весь футарк в том виде, как я его себе воспринимаю. Когда будете использовать вот ту одну руну, которую вы на чем-либо начертите, советую вам не подкреплять ее ни под какое событие вашей жизни. То есть я имею в виду, не пытайтесь решить этой руной какую-либо проблему, ситуацию, задачу, что угодно, то, что происходит в вашей жизни. Просто начертите ее, ходите с ней, смотрите на нее, визуализируйте, думайте, медитируйте.
и смотрите, какие процессы в вашей жизни происходят, когда вы живете с этой руной. Не думайте, что достаточно для этого прожить всего лишь один день с этой руной. Вы должны дать время для самого себя, чтобы ощутить эту руну, и опять же для руны, чтобы подключиться в вашу жизнь и преобразовать какие-либо процессы в вашей жизни. А теперь в двух словах о данном видеоролике. Поймите для себя, что руны – это проводник между вами и высшими силами. И для того, чтобы ваше общение происходило на должном уровне, то есть вы ощущали, что вы получаете отдачу от ваших действий, вам нужно изучить всю систему рун. И только после этого приступать к каким-то серьезным практикам, когда вы физически создаете руны и при этом, создавая определенную рунную формулу, где в рунном ряде вы используете какое-то количество рун и вы подкрепляете под определенное событие из вашей жизни, чтобы ситуация, на которую вы хотите повлиять, произошла в том виде, который вы задаете рунам. А я напоминаю, что вы слушали один из видеороликов канала Фортусита, на котором я рассказываю свой рассказ о рунах.